Уважаемые друзья, канал Рыболов Копатель приветствует вас. Поздравляю вас с прошедшими праздниками, с Новым годом, с Рождеством, с Крещением. Желаю вам здоровья, мира и добра, вам, вашим близким. Сегодня у нас с вами выпуск следующего характера. Хотелось бы, в том числе по просьбам зрителей и подписчиков, рассмотреть топ-10 самых интересных, значимых находок на канале Рыболов Копатель. Сразу скажу, что выбирать было достаточно трудно из всего перечня, потому что увлекаюсь я приборным поиском и веду канал уже лет 7, наверное. Веду канал именно. То есть видео было немало, находки были самые разнообразные, и объективно выбрать в порядке возрастания было трудно в первую очередь, потому что очень много сопоставимых, близких по значимости находок было. Поэтому, это мое мнение, мое видение. Не все эти находки были найдены лично мной. Какие-то были найдены, когда мы компанией копали, но обязательно я там присутствовал, соответственно, снимал. Какие-то были совместные крупные находки. Поэтому вы все увидите. Я думаю, и тем, кто недавно на канале, будет интересно, и тем, кто уже давно подписан и наблюдает, но освежить в памяти не помешает. Тем более сейчас зима, друзья, копать. На данный момент, сейчас есть время свободное, можно было поехать, но сел монтировать и вообще записывать это видео, потому что снега очень много, минус 13. Во всех отношениях это просто... Хотя, кто его знает. Что, друзья, приятного просмотра. Формат данного видео будет следующим. То есть, я буду обозначать находку. Там начнем с 10-го места и пошло в порядке возрастания. Буду рассказывать легкую предысторию. Как это было вообще, какие эмоции испытывались, я думаю, это тоже немаловажно. Потому что, когда сам участвуешь и снимаешь видео, не все ты можешь передать. А потом уже, когда со стороны смотришь, вспоминаешь, можно добавить какие-то моменты, которые тогда не были учтены в видео. Так что желаю вам приятного просмотра, друзья. Обязательно подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, пишите комменты. Приветственные, в поддержку и т.д. и т.п. У кого проблемы с YouTube, заходите на Дзен. Кто желает поддержать канал, описание подскажет, как это сделать, друзья. Все, приятного просмотра. Начинаем с 10-го места. На 10-е место я решил поставить находку, которая представляла собой бронзовую плакетку. Либо как настольная медаль, может быть, она шла участнику и призеру соревнований по водомоторному спорту в городе Лёцен. Некогда территория Восточной Пруссии, ныне это территория современной Польши, сердце Мазур. Мазурские озера, совсем недалеко от Калининграда. В свое время калининградцы, и я в том числе, мы очень любили посещать эти места. Аквапарк знаменитый там в Миколайках и так далее. То есть территориально находится недалеко от того места, где мы занимались приборным поиском. Нашел я эту плакетку на поле. Это был угол поля, причем распаханная его часть, перевернутая. И, видимо, часть дома сгребли. И в этот угол концентрировали там кирпич и что-то крупное, что мешало там фермерам и так далее. Все это сгребали там вперемешку, и булыжник, и кирпич был, и железо. И в уголке пятно было, кроме этой находки, еще там и статуэтка интересная с дедушкой, уже много раз я его показывал, была. В общем, смотрим, друзья, как это было. Пытал кайф, даже не предвидя того. Смотрите, еще слепок остался. И такая штука вылетела. Это прошлого раза помойка. Что это такое?
какой-то герб. Блин, классно. Какой-то клуб там. Сейчас я почищу и посмотрим. Супер, я рад. Почистил, друзья. Ну, вижу, видимо, это какая-то наградная. Вон вижу отверстие. Может, набита где-то была. А может, сама по себе. Мотоспорт клуб. Ну, это классная штука, друзья. Это просто кайф. Зачет. Я так вот этой щеточкой легенько смахнул. Просто кайф. Ну вот вчера же... Да что я все вчера? В прошлый раз здесь вот топтались же, сколько мы. Надо же. И совсем не глубоко штык лежала. Не доходили маленько. Так, значит, расшифровка по данному предмету. Ну, если говорить о нанесенном тексте, то есть это Мазурский мотоспортивный клуб. Мазуры — это у нас местность в нынешней Польше. Раньше была территория Германии. Здесь мы видим герб с 3 рыбками и год. 1612 или 1512, уж непонятно. Но это, видимо, основание. Год основания. То ли этого клуба, то ли города, ну, точнее, местности. Далее, значит, то ли, я так понимаю, либо участнику или победителю, или призеру второго массового водно-спортивного забега или заплыва в местности под названием Лёдзен или Лёдзен. Ныне это город Гижицка в Польше. Ниже сердце Мазур. И, видимо, соревнования проходили с 6 по 10 июля 1932 года. Вот это вот АДАК снизу. Это что-то типа организации страховой немецкой. Вот как-то так. А Мозер — это производитель. Мюнхен город, Металл, Кляйн, Кунс или Курс. Тут уж не разобрать. Итак, друзья, 9 место у нас занимает находка, которая представляет из себя опорный каток от немецкого танка «Тигр». На самом деле редчайшая находка. Воспоминания еще свежи. Это было по-моему, 2 года назад примерно, может чуть больше. Находка совершенно в нехарактерном, исхоженном, перекопанном вдоль и поперек месте на одном из немецких поселков. Вокруг больше ничего сопутствующего по военной немецкой технике не попалось. Исключительно вот это вот колесо, просто лежало оно в некогда притопленном месте. Там что-то типа такого заболоченного озера на немецком поселке, повторюсь. И на тот момент, когда я его нашел, вода немного отступила, было относительно сухо, и мне удалось его назвонить. У колеса вырвана центральная ступица. Я думаю, скорее всего, наверное, это замененное колесо. В том поселке тяжелые танки проходили, в том числе и «Тигры», по открытым источникам, по мемуарам, по книгам. И я думаю, скорее всего, технику отремонтировали и колесо это бросили там. Потому что оно достаточно тяжелое. Ну, с другой стороны, удивительно, как его еще даже хотя бы на металлолом в ранние годы не утащили. Смотрим, как это было. Ребята, есть первый сигнал. И это какое-то колесо торчит. Причем с резиной. Это что-то военное, однозначно. Тут маркировки видны. Оно огромное. Сейчас мы вытащим его.
Похоже, немецкая, судя по буквам. Какой-то каток лютый. Оно весит, я не знаю, как я, наверное. Посмотрите. И под дерево уходит. Сейчас я вытащу его. Я победил его, ребят. Это жесть. Еле выкорчевал. Короче, оно по пояс мне. Золотой номер к тому же. Хорошо, что я с генералом. Я думаю, вдвоем мы осилим. Ну вот одну сторону почистил. Бандаж практически в идеале. Единственное, вот тут вот зацепка небольшая есть. По-моему, еще мелкая такая. Сейчас второй стороной займусь. Итак, ребята, 8-е место у нас отдано схрону немецкой посуды. Нашли мы его с генералом. Точнее, даже назвонил его генерал. Ну, а выкапывали уже вместе. Находилась она на берегу канала. Ну, как канала? Канавы, скажем так. В одном из уголков нашей области местность поделена на такие, я не знаю, как это, сектора, что ли, называется. И вот стояли там немецкие дома, и с нескольких сторон дома были окружены протоками такими, канальчиками. И вот на берегу такого канальчика и была найдена посуда. Совсем не глубоко, глубина там штык 1,5 лопаты было буквально. Потом уже от местных жителей мы узнали, что там был ресторан неподалеку. И вполне возможно, посуда была именно из этого ресторана. Кстати, наверное, половину этой посуды раздарили местным жителям, ну, которые прям рядом там живут. Потому что мы с ночевкой остались в тот раз. В общем, смотрите, друзья, как это было. Смотрите, был сигнал у генерала. Какая-то железная емкость. Осколки, осколки, осколки. А здесь посмотрите, что. Ну неужели? Ну неужели, ребят? Батюшки мои. Батюшки мои. Ну неужели? Ну неужели такое могло произойти? Офигеть. Да. Да, друзья. Ну неужели и мы когда-то посуду целую найдем? Опачки. Посмотрите. Ага. Вот, видать, ящик был. Посмотрите, друзья. Вы посмотрите, ребята. О, это кайф. Это кайф. Посмотрите, друзья. Ох, мне нравится, как эта ночевка началась. Посмотрите. Посмотрите. Опа. Ой. Вот они, слепочки. Смотрим. Опа. О.
Ой, батюшки мои. Все, дядя генерал мыть пошел сразу же. Посмотрите, какие приятные посудинки. О, здесь уже клеймо. Бавария. С этой стороны отломано чуть-чуть. Но это не беда. Главное, не спешить, ребята. Потому что на подходе чайник. Месье чайник. Стекляшки. О, стопочка целая. Кайф. Хрон на этом закончился, друзья. Буду помогать мыть генералу. А там уже обзор сделаем. Сеньор, не желаете ли венца? Клейменного, можно сказать, нет. Нету, да. Но кайф, друзья, все равно не менее от этого, не менее высок. Эх, жалко, битая вот эта с надписью. Чуть-чуть угол сделайте у нее так. Ага, о, как блестит. Жаль. Вот он, счастливый в душе человек. Это не банка, ребят, это плафон от светильника, от какого-то. Feuerhand, made in Germany. Feuerhand, ручной огонь. Да, наверное, такая лампада какая-то была. Монополь, уже знакомый нам. Опа! Руки отмерзли, мыть все. Ну что, пробежимся, что у нас? Граненые стаканы в ассортименте. Вот такой вот чайничек с отбитым носом. Здесь какая-то есть номенклатура на нем, но других клейм нет. Целый кувшин, явно молоко держали в таком. Вот такие вот. Тарелочки в ассортименте. Далее вот для сливок, наверное, кувшинчик небольшой, побольше тарелка. Вот та самая лампада и печальная тарелка. Тут вот такие вот кайфы, смотрите. И вот такие вот, батюшки мои. Какая красота, друзья. Вот здесь вот, я не знаю, как будто со столовой, с какой-то миски целая куча. Вот это, возможно, под яйцо, а возможно и стояли эти перечницы тут. Или соль. Крышки для консервации одинаковые, вот такие. Так, потом вот эти вот приборы столовые. Еще с виноградом. Стопочки такие, рюмочки. Такие тонкие они, вот такие стопки. Это чисто водочные. Дальше пошли. Вот
это вот один набор. Такая салатница большая, маленькие тарелочки. Как-то так, ребята. Ну и битая. Печальная. 7 место. Схрон консервации из Восточной Пруссии, а именно соленые огурцы и клубничное варенье в оригинальных немецких банках. Друзья, данная находка была обнаружена также, где и посуду мы обнаружили, в отдаленном уголке нашей области, также на месте, где когда-то находился немецкий дом. Судя по локации, где-то на задворках, во дворе было закопано. Ну, тут остается только загадывать. Я не думаю, что это прятали. Я думаю, это просто заготовки были, которые, возможно, находились в какой-то деревянной емкости, потому что назвонил я именно обод от какого-то чана, которого самого не было. Он истлел весь уже. Скорее всего, деревянный был. А вот этот обруч, горловина, он извинел. Хорошо. В общем, как это было, друзья, смотрите. Кстати, скажу, эта находка вызвала у меня просто бурю эмоций, недоумения, как такое вообще может быть. Ну, на тот момент я удивился очень сильно. Наверное, и сейчас, если бы выкопал, тоже не меньше бы опешил от такой находки. Смотрим. Уже я наткнулся на что-то типа помоечки. Смотрите. Опачки. Неужели банка целая будет? Сейчас аккуратно это все откопаю. Может, там и дальше что попрет. Главное не разбить. Ну, там надписи. Смотрите, кайф какой, ребята. Адлер Прогресс. Что-то там. Энглаз. Баночка торчит. Она туда вглубь уходит. О, крышечка поднимается. Так. Сейчас аккуратно обкопаю. Ха-ха-ха. Глядите-ка. Опачки. А вот и вторая показалась. Так. Теперь главное аккуратно, ребят. Ну не зря вот этой вот крышкой было накрыто. Смотрите. Металлической. И какой-то вот был сосуд. Горшок какой-то. И в нем, видимо, вот эти банки. Сейчас. Так. Главное аккуратность в нашем деле. Ну вот и третья проявилась. Может там и еще будет. Интересно, что у них. Ну, какая-то жижа какая-то стоит. Вода, наверное. Сейчас-то уже. Так, надо откопать. Еще одна вон показалась с этого края. Ух ты. Вот она. Опа. О, жесть. Фу. Это поменьше. Тут так закрыто плотненько. Аж вся зарыжела. Это длинная тоже. О! Что там, огурцы? Смотрите. Офигеть, друзья. Смотрите. Да там укроп. Петрушка.
Офигеть. Это огурцы были. Я офигею. Офигеть. Я в шоке. Дальше. Следующее. О, да тут у нас, друзья, да тут огурчики. Я в шоке. Вот это находочка. Я просто в шоке, ребят. Посмотрите. Обалдеть. Достаю. Ребята, никто огурчиков не желает. Ой, блин. Ну, дед порадовал. Смотри. Офигеть. Это они в земле хранили. Взгляните. Я в шоке. Смотри, она закрытая еще. Я просто в шоке. Вон она, петрушка, укропчик. Офигеть. Поласкивание произошло. Вареница, смотрите какое. Вот эта баночка плотно закрыта. Смотрите, там все колом засахарилось. Может, это уже 100 лет. Ну, 80 так точно, я думаю. Тут вон огурки. Огурки. Сюда вода проникла. Вот это плотником закрыта банка. Вот это вот. Здесь так вон петрушки всякие плавают, укропы. Так, тут баночка вот эта вот подписанная. Монополь. Помыл баночки. Смотрите. Вы когда-нибудь видели такое? Клубничка какая шикарная просто. Я думаю, если понюхать, вы офигеете. А вот монополь. Посмотрите. Все взмутнелось. Вон они идут. Хочешь понюхать? Нет, 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 нет. Знатный огурчик. Сюрстрёминг отдыхает, ребят. Посмотрите, они вон все разложились уже. А вот петрушка как новая. Я думаю, Уважаемые зрители, мы приближаемся с вами к экватору, к середине нашего рейтинга. И 6-е место. На 6-м месте часы из траншеи. Это Эльдорадо было самое настоящее. Находок там было много. Всякие награды, атрибутика и т.д. и т.п. Это что-то типа траншеи. Было совершенно случайно удалось выйти на нее. Ездили туда многократно. И вот в том числе попались именно вот эти часы. Это находка комрада Лени. Леня, если смотришь, привет тебе. Интересность данной находки заключается в том, что сюжет, который изображен на крышке часов, ну, весьма интересен. Сейчас вы сами все увидите там. это бампер снимается, не переживайте, друзья. А может серебро, а может они серебряные. Потому что было бы это чистенькое, хорошенькое. По идее, да? Не факт. Стеклышко лопнутое, да? Да. И попал туда влага, конечно. Че, именные как бы или нет? Ну, Что, именные, да? Именные, да? Именные, именные. 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 Именные, именные
Там рисунок. Картье. Шикардос. Водички минералами давай. Минералами артезианской. Только Ой-ой-ой-ой-ой! Посмотрите, тут целое произведение искусства. Целое произведение искусства. С крестом. 3 часов отсюда, да? Да, 3 часов отсюда. Это уже 3-е часы, найденные здесь. Обалдеть. Эльдорадо продолжается, как говорится. Вот эта вот тряпка лежала, она вот эту чернь и дала. Ну, вот все, что можно вычистить в полевых условиях, вычистили. Обалдеть. Батюшки мои. 5-е место, дорогие друзья, и это немецкий прицеп с хабаром на военной реке. Было это уже очень давно, но эмоции по-прежнему еще помнятся от этой находки. Что интересно, обнаружил его я, уже потом рассказал ребятам, и мы впятером приехали и начали, или вчетвером, не помню, выкапывать его. Было очень трудно, непросто, потому что от вот этого прицепа, который вы увидите дальше, торчало всего лишь, ну вот такой вот штырь торчал, вот такой вот. Так, речка мелкая относительно была в тот момент, когда обнаружил. Когда уже выкапывали, воды было гораздо больше. В общем, сейчас увидите, как это было. Но от прицепа торчала вот ось, там вот столько вот буквально. Смотрите, как это было. Находка интересная тем, насколько трудно было извлекать ее. И как оказалось, это не только сам по себе прицеп был, там еще были ящики, и кое-какой хабарок был и в них. Смотрите. Сегодня наша экспедиция прибыла на речку извлекать данный прицеп. Предположительно, это техника вермахта. Прицеп ИФ-5 МГ Ваген. Использовался для поддержки колонн следующих. И он как бы двухсоставной. Первая часть подцеплялась к лошади непосредственно, а вторая часть была укомплектована зенитным орудием. Но это предположительно, опять же, надо вытаскивать. Сейчас будем выкапывать, пробовать, смотреть. Ну, потихонечку оголяем нашего клиента. Вода, блин, сочится. Сейчас толевочкой первоначально попробуем. Переключи. Главное, чтобы дерево не упало. Куда денется еще? Так. Да? Что там, движение есть? Нет, и пока. Откуда оно будет? Что, вода пошла? Прорвало, что ли? Запали. Так, вон кожухи показались. Видишь, песок, он омывается, как бы это... С одной, с другой стороны. Сейчас попробуем вот эту раму обкопать и за нее цепануть. Толевкой дернуть. Все переломается. Проушина. Этот ящик
закрыт, получается. Следующий пустой. Прицепились, маленько пошла. Ну-ка, Владос, давай. А где конец? Давай, давай, идет. Вот. О, хорошо пошла сейчас. Ну что, идет потихонечку. Работа. Все разваливается, правда, на ходу. Вот открылся ящик, который в подполье получается. Да, ящичек нам подарил вот такой жезл. Регулировочный. Ручка тоже была, блин. Но дернули за нее. При извлечении отломилась. Думали сначала деревяшка, выкинули в речку. И потом вот следом сам блин этот вышел. Это горловины ящиков, надо полагать. Да вот еще какая-то деталюшка отлетела. Как-то так. Так, следующая находочка в ящике. Топорик лежит. Опачки. Подожди, за ручку не бери, Влад, отломится. Нормально, ты что, куда он отломится? Чехол от саперки. Да. Может еще что-то будет. Сейчас потихоньку будем ковырять. Должны быть по-любому, да? Такой красавчик. Клемма, наверное, где-то вот здесь осталась, да? Фишка будто впереди. Получается, вот это у нас содержимое ящика подножного. Большой ящик был песком забит, пустой, без верхней крышки. А нижний был с небольшим содержимым. Что, вот такая палочка выскочила. Непонятно, что это, то ли бакелит. Конструкция. Колесо. Тут всяческие цепи, крюки. Влад, не качай, подожди. Ремешочки. Который снимался, видимо, ручкой. Он выходит. И еще вот из этого ящичка две таких подушки на алюминиевой основе. Типа кожа. Типа кожи по-любому. Причем Рамочка такая с клепками. Мягкие, то какие-то подложки, либо под спину, либо еще куда. Подножка поднялась. Колесо никак на И5. То есть здесь повозочное, большое. Деревянное, да. Было. Такая картина. 4.
место, немецкий бинокль из траншеи. Ну, это та же самая траншея, про которую уже говорили немного раньше. Смотрим, друзья. По-моему, да. Их там дофига всяких, 7 на 50 кратность. Кайф. Леонид, поздравляю вас. Внимание, внимание! Сквозь призму времени мы смотрим на Германию. Не забываем подписываться на канал Рыболов-Копатель. Биноклю, друзья, смотрите, уже все разрабатывается потихоньку. Вау, все двигается. Опа. Да, когда-то в 45-м году в него смотрели немцы на наш десант, который высаживался на Балтийской косе. Да. Ну, еще клейма повыскакивали. Номера, производители. Ну вот это, конечно, это вообще. Итак, друзья, мы с вами подобрались к третьему месту. На третье место я решил поставить свою находку. Кольцо золотое. Причем, что характерно, проба у кольца разнилась. Проверяли на разном оборудовании. В каких-то точках показывала 999-ю пробу. В каких-то показывала 900-ю пробу 950-ю. Ну, по моим предположениям, оно, скорее всего, сделано из монеты. Наверняка расплавили монету, отдали ювелиру, и он изваял кольцо, либо каким-то кустарным методом все делалось, потому что инициалы и гравировка, которая нанесена, но она выглядит весьма примитивно. Кроме того, на кольце есть несколько цифровых надписей, пятизначные цифры. Ну, как специалисты говорят, скорее всего, это говорит о том, что его закладывали ростовщикам в то время. Кольцо высокой пробы, то есть ломбарды, и раньше никто не отменял. В общем, смотрите, друзья. Друзья, достаю сигнал. Разбиваю его просто лопатой, вот так, бж-бж-бж, замерзший. Смотрите, что выкопал. Я пока не знаю, друзья, то это или не то, что я думаю. Но выглядит очень интересно. Выглядит очень интересно. Замерзшее. Оно замерзшее просто. Фу, блядь, неужели золото? Оно замерзло. Я не могу. Оно не вылазит. Ну и, друзья, посмотрите. Под конец просто под конец вот это чудо. Чудо из чудес. $11,848. Или это единицу так написали, непонятно. Вот там вот как будто 1870. Я вижу. Как будто вон какое-то клеймо или проба, это тоже непонятно. Что там стоит такое? Ну, есть сейчас приборы, которые определяют. Я думаю, мы определим с вами, ребят. Это просто, друзья, кайф. Итак, друзья, второе место. Медаль за боевые заслуги была найдена нараспашке в самом начале моей копательской карьеры. Не смог я найти видео, хотя, по-моему, я снимал то, как я ее нашел. Точно помню, мы были с Тимуром. Это было паханное поле, распаханные дома.
именно там попалась эта медаль. Но у меня вот осталось видео с данной медалью, где можно увидеть номер. Это как раз тот момент, когда я по-моему, выкладывал на форум копательский и интересовался, как можно найти, установить родственников владельца для передачи дальнейшей. И мне посоветовали отдать поисковикам. Я связался с поисковым отрядом «Совесть» и передал данную медаль. У меня и документ у меня соответствующий на это имеется. Да, друзья, это был 2018 год. Вот заявление, вот с номером медали, все. Краткая справка, где была найдена. Вот. Ну что, ребята, вот и подошли мы к топчику, к первому месту нашего рейтинга. Я думаю, как многие уже догадались, на первое место я поставил звезду ордена Короны Пруссии первой степени, которая была найдена мной несколько лет назад. Данная находка была мной безвозмездно передана в Калининградский музей, Фридландские ворота. Жители нашей области, региона и гости всегда могут посетить музей и на постоянной экспозиции увидеть звезду. Я даже не знаю, какое видео приложить сейчас и надо ли прикладывать то, как она была найдена. Но по-прежнему считаю данную находку самой значимой, самой важной. И свидетели не дадут соврать. Буквально за неделю, может быть чуть больше, до того, как случилась эта находка у меня, мы ехали в машине, и я парням говорил, я говорю, вот если попадется что-то реально стоящее, важное для истории нашего региона, ну и в целом, я обязательно передам это в музей. И на сегодняшний день, спустя несколько лет, я ни грамму не жалею об этом поступке. Ну, реально, я столько позитивных эмоций получил, слушая комментарии, там, встречая людей, которые потом видели в музее эту находку. Ну, просто для меня это гораздо важнее, чем там финансовая какая-то стоимость потенциальная у этой находки. Поэтому, друзья, ну, вот такой топ получился. И давайте все-таки вспомним еще раз, как это было, потому что звезда находилась непросто. И это вот еще какая-то судьба, то, что первая ее часть попалась мне. Потом в другой раз мы поехали, нас уже было больше. Когда я понял, что вот этот медальон, сердцевина, золотой, который, что это не какая там пробка и не крышка от парфюмерии, как вначале могло показаться. Когда я уже понял, что это сердцевина такой серьезной награды, мы уже отправились потом искать целенаправленно оправу. Ну и нашли ее, соответственно. Нашли. Такая история, вообще столько стечения обстоятельств. И Антоха про это место мне много говорил. И Антохины родственники, которые там сажали картошку много лет, они обратили внимание, что стекляшки всякие и так далее попадаются. И вот, ну, так получилось, что и сердцевину я нашел, и оправу я нашел, а генералу попалась иголка от этой звезды. Вот такая история. Год мит унс. Господь с нами, Бог с нами. Да, итак, орден Короны, звезда первой степени, это редко, потому что это не солдатский, это явно высокопоставленный, скорее всего, гражданский чиновник, может быть и военный. И, как сказал Павел, глядя на вот эта застежка, она была недалеко в 3 метрах, мы предполагаем, что застежка действительно к этому ордену, потому что он крепился слева направо на ленте такой,
ну, я не удостоен этого ордена, но мне будет приятно вот так вот, как бы, вот так вот я подержу его, да, на такой ленте. Дорогие зрители, вот вспомните вот эти фильмы про эпоху войн наполеоновских, второй половины 19-го, франко-прусской войны, да, вот эти балы, парады, вот эти ленты орденские, это же такая эстетика, такая красота, начиная от военного костюма, завершая вот этими орденами. Вот. Ну и в этом плане, конечно, как люди гордились своими, рыцари гордились своими мечами и конями, да, в свое время, то пришла эпоха, когда военные рыцари гордились уже своими орденами. Здорово. И часы пробили. Ну, а это записалось, что часы пробили? Это надо сохранить. Обязательно. Как раз вовремя. Ну что, вот такой рейтинг у нас получился с вами на сегодняшний день. Хочется верить и надеяться, что он будет пополняться не менее интересными находками, экспонатами. Так что, друзья, поддерживайте канал лайком, пишите комментарии, подписывайтесь, кто не подписался. А кто желает поддержать, описание подскажет, как это сделать. Желаю вам мира, здоровья и добра. Всем пока и до новых встреч.